Привет! Я увлекаюсь танцем живота и решила связать восточный костюм для куклы. Вдохновила меня моя учительница Найла, и я постаралась сделать куклу, похожую на нее. Видео с ее танцами можно посмотреть по ссылке в описании. Этот костюм подойдет на тело куклы Виолетты, если вы будете вязать его такой же пряжей и тем же крючком, что и тело. Лифчик я вязала по схеме купальника для Виолетты. Ссылку смотрите в описании под видео. Дальше я вяжу пояс. У меня юбка будет состоять из 6 клиньев, поэтому я буду набирать петли, чтобы они делились на 6. Для объема бедер моей куклы подойдет 36 воздушных петель. Для этой маленькой куклы я вязала юбку пряжей ирис, а вам покажу начало пряжей большего размера. Итак, в первом ряду набираю 36 воздушных петель. Один, два, три, 4. Набрала и делаю соединительный столбик в первую петлю. Во втором ряду вместо первого столбика без накида делаю одну воздушную петлю. Дальше 35 столбиков без накида. Провязала и дальше делаю соединительный столбик в первую воздушную петлю. Третий и четвертый ряд вяжу аналогично, только за заднюю полупетлю. Делаю одну воздушную петлю, дальше 35 столбиков без накида, только крючок ввожу за заднюю полупетлю. А в конце соединяемся в первую петлю. Вот это соединительный столбик, мы его пропускаем, а вот это воздушная петля. В нее делаем соединительный столбик. И четвертый ряд такой же, как третий. Провязала. Дальше я буду вязать юбку. Она у меня, как я уже говорила, состоит из 6 клиньев. И первый клин я буду вязать розовым цветом, чтобы не обрезать нить. Клинья я буду вязать поворотными рядами, а потом сошью их. Итак, в первом ряду я делаю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И дальше в пятую петлю от крючка вяжу 4 прибавки. Одна прибавка, это я буду вязать 2 столбика с накидом в одну петлю. Итак, ищу пятую петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. Вот она. Делаю накид. Вяжу в нее столбик с накидом. И в эту же петлю провязываю еще один столбик с накидом. У меня получилась одна прибавка. В следующую петлю вяжу вторую прибавку. Один столбик с накидом и в ту же петлю еще один столбик с накидом. Дальше третья прибавка. Четвертая. И в последнюю петлю вяжу один столбик с накидом. И так получается, что я задействовала 6 петель. Так как клиньев у меня 6,
а петель 36. Я 36 поделила на 6, и у меня получилось 6 петель на каждый клин. В первую крайнюю петлю я вяжу 3 воздушные петли, в последнюю крайнюю петлю вяжу 1 столбик с накидом. И у меня получается здесь 4 петли, в них я вяжу прибавки. Поэтому в схеме я пишу 2 столбика с накидом умножаю на 4. Если у вас здесь больший объем и при делении на 6 у вас получится больше петель, то вы от этого числа отнимите 2 крайние петли и то число, которое у вас получится, подставляйте в мою схему. И там, где я умножаю на 4, вы умножаете на свое число. Ну а если у вас получился такой же объем, как у меня, то вяжите по моей схеме. Во втором ряду я делаю поворот, 3 воздушные петли, и в пятую петлю от крючка просто вяжу по одному столбику с накидом в каждую петлю. У меня получается 9 столбиков с накидом. Все следующие ряды я буду вязать за передние полупетли. Нахожу пятую петлю, делаю накид и провязываю в нее столбик с накидом за переднюю полупетлю. И так вяжу в каждую петлю до конца. Последний столбик с накидом я вяжу в вот эту последнюю петлю, чтобы у меня был ровный край. В третьем ряду я делаю поворот, 3 воздушные петли и в пятую петлю от крючка 4 раза повторяю 1 столбик с накидом, 1 прибавка. Делаю 1 столбик с накидом, все провязываю за передние полупетли. В следующую петлю 1 прибавка, то есть 2 столбика с накидом в одну петлю. Это 1 раз я провязала, и так вяжу еще 3 раза. 1 столбик с накидом, 1 прибавка. Провязала, и в эту крайнюю петлю вяжу еще 1 столбик с накидом. В четвертом ряду я делаю поворот, 3 воздушные петли и в пятую петлю от крючка вяжу по одному столбику с накидом в каждую петлю. У меня это 13 столбиков с накидом. Я провязала, и таким образом получается, что я чередую. В одном ряду делаю 4 прибавки, во втором ряду провязываю по столбику с накидом каждую петлю. В следующем ряду снова делаю 4 прибавки, и в следующем ряду снова вяжу по столбику с накидом в каждую петлю. Таким образом я вяжу до той длины, которая мне нужна. У меня получилось 17 рядов. Вот моя схема. А в последнем ряду я делаю поворот, 4 воздушные петли. Это для того, что я буду вязать столбики с 2 накидами. Пропускаю 6 петель. И вяжу по 2 столбика с 2 накидами в каждую петлю. Делаю 2 накида. Вяжу столбик с 2 накидами.
ту же петлю вяжу еще один столбик с 2 накидами. И так провязываю в каждую петлю, а в последнюю петлю вяжу один столбик с 2 накидами. И у меня получится красивая рюш. Вот уже я связала один клин пряжи ирис. В конце нить не обрезаю, потому что я хочу обшить все клинья розовой рюшей. И так как нить у меня идет в эту сторону, я буду вязать следующий клин здесь. У меня он должен быть фиолетового цвета. Итак, на один клин я беру 6 петель, поэтому от края отсчитываю 6-ю петлю, вытягиваю из нее нить фиолетового цвета, и вяжу все то же самое, как вязала здесь, только последний ряд буду вязать розовой нитью. В конце фиолетового клина я оставлю длинную нить и пришью эти части между собой. И таким образом вяжу до предпоследнего ряда. Я уже провязала клин фиолетовым цветом. Дальше эту нить обрезаю, оставляя хвостик подлиннее. Потом этой нитью я пришью эти 2 части. А сейчас розовой нитью я провяжу последний 18-й ряд. В крайние петли я вяжу по одному столбику с 2 накидами. То есть в первую петлю вяжу один столбик с 2 накидами. В следующие петли вяжу по 2 столбика с 2 накидами в каждую петлю. И в последнюю петлю вяжу один столбик с 2 накидами. Провязала. Эту розовую нить я еще оставляю. Буду ею дальше обвязывать синюю часть. А теперь сошью эти части вместе с изнаночной стороны. Я смотрю, чтобы сошелся узор, и сшиваю. И сшиваю таким образом до конца. Я уже сшила, затем закрепляю нить узлами и обрезаю. Также делаю и со вторым хвостиком. Этот хвостик тоже можно закрепить узлами и обрезать. Затем я беру пряжу темно-синего цвета и повторяю все действия, которые я делала фиолетовым цветом. Отсчитываю от края 6-ю петлю, присоединяю синюю нить, вяжу клин до предпоследнего ряда. Дальше вяжу розовой нитью последний ряд, оставляю длинный хвостик синей нити и сшиваю клинья вместе. Вот что я уже связала.
Дальше я буду вязать еще одну такую часть. Розовый клин, затем фиолетовый и синий. Дальше я буду вязать розовый, поэтому хвостик закрепляю узлом и обрезаю. Нить вытягиваю из 6 петли и начинаю вязать то же, что и здесь. В этом месте клинья я не буду сшивать, для того, чтобы получился разрез. Здесь у меня будет разрез, но чтобы он не получился слишком большой, я его немного зашью сверху, где-то на 2 ряда. Буду зашивать вот этим хвостиком, что у меня остался. Дальше я буду вырезать украшения из ткани. И чтобы они держали форму, я беру такой материал. Он называется дублерин. Его можно купить в магазинах тканей. Это жесткий материал, у которого с обратной стороны нанесен клей. И я возьму свою ткань изнанкой наружу, сверху положу дублерин, клеевой частью вниз и буду проглаживать это утюгом с паром, чтобы приклеить дублерин к моей ткани. Чтобы не испортить утюг, я закрываю его специальной насадкой. Можно, конечно, прогладить через ткань. Юбочку я тоже проглаживаю, чтобы она не торчала. Делаю вот такие складочки. На проклеенном материале я рисую элементы украшения костюма. У меня они будут 2 цветов. Затем вырезаю их. На темной ткани я рисую белым пастельным карандашом, а на светлой ткани ручкой, которую можно стирать. Такую ручку можно легко убрать паром. Затем я беру обычный универсальный клей, который после высыхания становится прозрачным, и блестки. Беру кисточку, обмакиваю ее в клей, затем в блестки и промазываю края своих листочков клеем с блестками. Сначала с одной стороны, а после высыхания с другой стороны. Я уже приклеила листочки к лифчику, также к поясу спереди и сзади. Еще приклеила несколько страз. Все детали я клеила гелевым суперклеем, им очень удобно работать. Серебряной нитью я связала украшения. И вот получилась такая восточная танцовщица. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Если да, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, чтобы смотреть мои другие видео, и пишите в комментариях, что бы вы еще хотели связать. Встретимся в следующем видео. Пока!